Всем привет, друзья! Сегодня я приехал в гараж, и у меня уже грязные руки. Это говорит о том, что я уже начинаю работать. Сегодня наша задача — это попытаться поменять подушки двигателя, которые у меня настолько раздолбались. Уже 4-й год я езжу с полностью убитыми подушками, и ужасные вибрации по кузову, они просто уже сели в мне в мозг, и у меня постоянно болит даже от этого голова. Поэтому я поехал на авторазборку и купил две оригинальные подушки двигателя, которые довольно-таки неплохо выглядят. Мне сказали, что они от дизельного двигателя, а это и хорошо, потому что в дизельные модификации вкачивается больше масла обычно, и несмотря на то, что одна из них от 203 мотора, а вторая от 202, мне сказали, что они должны полностью подойти. Я, если честно, не знаю, но если не подойдут, то тогда я подойду к этому авторазборщику и кину ему ее в голову. Как можно определить, как бы нормальная подушка или нет? Это вот нужно их потрясти и послушать, болтается ли там масло. Если масло вы услышите, это говорит о том, что подушка уже умерла, потому что там есть клапан, который прорывает, и это масло вытекает. Если так произошло, то эту подушку брать нельзя. Но так, в принципе, я не слышу масла, и значит, есть смысл их установить. Так что поехали, никогда это не делал. Надеюсь, что машина после этого будет ехать намного лучше. Ну что, друзья, посмотрите, вот одна из подушек двигателя. Значит, тут есть болт, как вы видите, который на 13, насколько я понимаю, и его нужно открутить. Потом необходимо двигатель поддомкратить за поддон, ну и поменять, соответственно, эти подушки на новые. Как минимум одну я вижу, как открутить, вторую, возможно, возникнут какие-то проблемы. Вот видите, вот этот ржавый болт ужасный, он настолько просто открутился, я не знаю, он открутился намного проще, чем самый открученный болт в мире. Наверное, настолько эта подушка уже просела просто ужасно, что вообще жесть. Так что очень просто, несмотря на то, что он полностью ржавый. Так, одну я открутил. Теперь, я так понимаю, нужно взять длинный ключ и открутить его с капота. Такое чувство, что эта подушка вообще была не закручена, потому что она ляпала, и она уже превратилась непонятно во что. Давайте ее снимем и посмотрим наконец. Подложил доску, на нее накинул домкрат, сейчас снял эти два нижних болтика, а верхние я не могу их достать, они уже полностью просевшие, утопленные, я даже их не могу открутить. Попробую поддомкратить двигатель и открутить подушки уже вручную как-то, ну, попытаемся это сделать. Не знаю, получится у меня или нет. Чтобы вы лучше понимали, пацаны, очень сложно снимать, потому что очень неудобно там вообще как-то подняться. Вот, смотрите, подушка, внизу вот этот болтик мы открутили, а вверху, получается, он прикручен, и там очень сложно. С одной стороны компрессор кондиционера мешает, с другой стороны компрессор двигателя, потому что у меня модификация C230 компрессор. И я попытаюсь как-то ее вот так вот выкрутить, если у меня получится поддомкратить двигатель. Не знаю, получится или нет, но в общем будем смотреть, конечно. И подойдет ли от 230-го Мерседеса подушка. Они вроде бы, ну так, относительно одинаковые. И должны вроде стать туда, куда надо, но кто его знает? Кто его знает, о чем думали инженеры? Думали ли они вообще о взаимозаменяемости? Надеюсь, да. Смотрите, пацаны, оказалось, что к этой подушке, почему она так болтается, потому что она уже все порвалась. Оказалось, что к этой подушке подобраться достаточно просто, достаточно снять бачок омывателя с этой стороны. И все. И в принципе, можно ее отсюда начинать откручивать. Опять пришлось разобрать пол машины для того, чтобы открутить вот этот гребаный винтик, который держит эту подушку, понимаете? И делал я это
такими жесткими удлинителями, короче. Я очень не люблю эти карданы, я не умею ими работать. Но, видимо, жизнь меня заставляет научиться ими работать, друзья. Сейчас я вам покажу, что из себя представляет эта старая подушка, которая тут не менялась уже 25 лет. Вот, чуваки, смотрите, что из себя представляет вот эта старая подушка, которая тут стояла. Вырвалась, порвалась полностью. Вот. И все. Ей уже конец. Чуваки, я хочу констатировать, что этот Мэт вставил меня во все известные позы Камасутры, которые вы когда-либо изучали. И поэтому, так как вторая подушка не хотела откручиваться, я решил ее выкрутить вместе с этим ухом с блока двигателя. Это просто пиздец. Там не подобраться вообще ни к чему. Возможно, вы запросто подберетесь, но у меня же компрессор, понимаете, компрессор, поэтому там столько мало места. Просто жесть, чуваки. Я верю, что Мерседес можно починить молотком, но самое главное, что ты проебешься для этого, если ты делаешь это в первый раз, проебешься полдня. Смотрите, это уже просто мясо. Она уже прокручивается тут, но сама сидит на таком болту. И тут вот этот вот, понимаете, когда она на машине стоит, к блоку прикручена, вот этот теплоузел, вот этот вот, он очень сильно мешает, и ты его никак не снимешь. Вот я открутил болт там, когда она еще висела, ну какой толк с этого? Пришлось его открутить. Благо, что вот 3 болта откручивается вообще на ура. Но 4-й, сука, там надо просто настолько изъебнуться, вы даже себе представить не можете. Но зато сейчас очень просто взять его и выкрутить. Вот и все. Вот надо было изначально так делать, потому что я проебался. Но откуда я знал? Я просто не знал об этом. И еще притом придется потом поставить от 203-го Мерседеса сюда эту подушку. Не, я верю, что она как бы станет, потому что у нее посадочное место одинаковое, как бы. Понимаете? Вот, но это 203, надеюсь, лучше будет ходить. Ну, должна лучше ходить, конечно. Это же 203, блядь. Это года упадка Мерседеса, 203. Блин, я бы ее никогда в жизни на кузове не открутил. Посмотрите, какой рычаг понадобился здоровый для того, чтобы это все открутить. Я в забор упер, короче, это только тогда открутил. Уже время заканчивается, сейчас в гараже отключат свет, а я еще не собрался, мне еще куча всего нужно делать. Ну что, пацаны, и закручиваем это ухо. Туда оно становится как родное вообще. От 203-го Мерса, значит, должно быстрее ездить. Все, значит, сейчас пришло время опускать наш двигатель на подушки, чтобы все там винтики попали, все куда надо. Это очень опасная тема, потому что, особенно когда вы поднимаете поддон, домкратьте на деревяшку обязательно. Потому что, не дай бог, там пережмете, поднимете еще больше, можно лишиться поддона, он просто треснет. Ну что, пацаны, я просил этого гондона сторожа, чтобы он не включал свет хотя бы 10 минут, чтобы я вам показал вообще, как машина работает. Но он, сука, специально выключил через 2 минуты. Ладно, ну... Бог сторожей ему судья. Ну что, друзья, давайте сейчас проверим, как работает машина. Я уже, кстати, завел машину. Первые эмоции, конечно, прошли. И сейчас пришло небольшое такое осознание. Значит, если я сейчас поставлю стакан на сам двигатель, то есть на сам блок двигателя, конечно же, он будет вибрировать. Ну, потому что возраст, потому что, понятно, там еще заклинивший выжимной подшипник, и он тоже дает вибрации, кстати, неплохие. Но давайте с вами посмотрим, какие же вибрации у нас в салоне. Я сейчас дам газу. Ребята, те, кто помнит, какие у меня вибрации были, можно было реально положить вот стакан, и вода чуть ли там не выплескивалась. Сейчас чуточку вот эти чувствительные вибрации
И, блин, это просто супер. То есть, на самом деле, по мне, разница, ну, просто в 300%. Я настолько уже извелся этой вибрацией от этого двигателя. Я настолько уже просто офигел от нее. И, честно говоря, когда я сегодня делал эту работу, и я не мог снять вторую подушку, я уже просто подумал, что все, у меня уже ничего не получится, и я не смогу добиться результата. Ну, друзья, я добился. Каким-то образом, непонятно, вот уже ночь на дворе, никого нету в гаражах, единственно я стою. И, блин, друзья, это самый приятный ремонт, который у меня когда-то был. Мерседес стал действительно Мерседесом. И вот, я вам серьезно говорю, ну вот, смотрите, практически вибраций нет. Даю немножко газу, чуточку какие-то есть, ну, маленькие отголоски такие, но, блин, это вообще просто, и в машине стало тише намного. И, блин, меня это очень сильно радует. А когда машина будет ехать в езде, еще более приятно машина вот себя ведет. Блин, ребята, а сейчас послушайте просто, насколько стало тихо в салоне. Я вот сейчас выйду на нормальную дорогу, и вы послушайте. Сейчас. Вот даю газу. Жесть! Просто слышно мой прогоревший глушитель и вискомуфту, в который я перелил ПМС 10 тысяч этого масла, и который нужно немножечко вылить, потому что она даже не дает машине пригреваться, настолько хорошо и эффективно она работает. Все, больше ничего не слышно, этих вибраций паскудных, которые мне настолько трепали нервы. Все отлично, просто шикарно, я просто очень рад, друзья. Так мягенько идет, вообще просто песня, офигеть. Я не знал, что настолько машина второе рождение получила, я вам серьезно говорю. И перестала, на самом деле, перестала по кочкам бить. Оказывается, это просто подушки, которые порвались, двигатель прямо подпрыгивал, просто подпрыгивал на них. Извините, ничего не видно, но я вам просто рассказываю, потому что, ну, это важно рассказать. Блин, друзья, спасибо, что смотрели, спасибо, что поддерживаете, спасибо, что поддерживаете финансово, спасибо Саше, который дает возможность пользоваться этим гаражом, потому что, ну, понимаете, я пока что нищий, нуждающийся блогер, вот, и, честно говоря, просто супер. Это, я говорю, это самый приятный ремонт, который я делал. У меня грязные руки, у меня грязная голова. Я потратил, наверное, 6 часов времени на это, чтобы разобраться, чтобы понять, как это делается. Но, ребята, сейчас я готов за, ну, не знаю, не за полчаса, но за час это сделать. И я знаю, куда самое главное лезть. Конечно, тут еще подвесной подшипник, какой-нибудь кардан, там подушка, еще коробки пристоит, там выжимной подшипник, он тоже дает вибрации. Но, блин, самое главное, подушки, они были просто в мясо, и я решил эту проблему. Друзья, это просто супер. Я кайфую. Я надеюсь, что вы тоже порадуетесь за меня, поставите лайки, напишите свои комментарии, как у вас, вибрирует ли у вас машина. То есть, ну, самое, что интересно, 203-го Мерседеса. А 210-го подходит, это вопросов нет. Но от 203-го подошла, я просто в шоке. Все, ребят, пока, был рад вас видеть, всех целую, обнимаю и увидимся на виражах, как говорится.